Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович, добро пожаловать на YouTube канал, и это специальное видео по лучшим сигналам последних лет. Вчера, на удивление, было 3 таких сигнала, и как раз эти 3 сигнала я и торгую последние годы, которые наиболее стабильные, которые торгуют мои студенты, и вы можете торговать, ссылка будет под этим видео, на систему, на телеграм-канал, где я делаю акцент больше на эмоциональную составляющую в трейдинге. Я думаю, это один из тех аспектов, которые вы хотите укрепить, улучшить и сделать так, чтобы эмоции как можно меньше влияли на вашу торговлю, потому что, скорее всего, это то, что приводит к сливу чаще всего. Да? Даже не сколько отсутствие знаний, а сколько присутствие эмоций. И один из лучших способов, абсолютно проверенных способов уйти от эмоций, это сфокусироваться на торговом процессе. И сегодня я покажу, как выглядит мой процесс для каждой сделки. Если будет нравиться вам это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на телеграм-канал. Либо сразу присоединяйтесь, подключайтесь в наше сообщество. Сейчас самое оптимальное для этого время. Итак, мы переходим на индекс NASDAQ, это минутный график, я торгую NASDAQ, золото нет, 3 моих основных инструмента, но это не значит, что нельзя торговать другие, вы можете использовать эту последовательность на любом другом рынке и таймфрейм. Я уже немножко подготовился, чтобы не тратить время, не стучать по клавиатуре. Итак, кластер трейдер, лучшие сигналы. Почему называется кластер трейдер? Потому что мы в единицу времени объединяем несколько условий, то есть кластер, да, они вместе. И чтобы наш анализ или чтобы наш подход к графику был довольно удобным и простым, мы используем встроенный модуль психологический, который называется сила сигнала. То есть каждому условию, которое мы видим на графике, мы придаем ему значение. То есть бальная система, да, своего рода. Если я вижу 1, 2, 3, это равно столько-то. Здесь мы видим зеленый уровень поддержки. Вот он, предыдущий уровень слева. Видим или нет, смотрим на график. Да или не да. Мы здесь его пробили, да. Назовем это сила сигнала номер 1. Какое следующее условие? Это TC buy. То есть если я говорю пробой уровня, следующее условие TC buy. Для этой конкретной комбинации это важно. Угу. Третьим условием что будет? Пробой минимума сигнала TC. Вот у нас минимум TC, здесь мы его пробили. Отметим все 3 условия. 1, 2, 3. Последовательность событий. Очередность событий, которые нам нужно увидеть от левого края к правому. Можете ли вы это постоянно исполнять? 100%. Видите вы это на графике? 100%. Тренд-фильтр красный. Угу. Мне один мой товарищ, он, возможно, смотрит это видео, он мне сказал следующее. Он говорит: Аркадий, я не понимаю, почему TC buy sell? Ну, не так он сказал, я утрирую, конечно, перебарщиваю. Почему, я вот понять не могу, почему TC buy sell? Вот. Остановимся на этом. Вам интересно, почему TC buy sell? Немножко, да, не сходится, как TC buy sell. Синтакс, очередность, логика. Первое, что я сказал, пробой уровня. То есть это означает пробой уровня какого? Поддержки, да, здесь? Это означает, что я хочу делать дальше? Только sell, только sell, только sell, только sell. То есть если пробой уровня поддержки, сразу только sell, никаких других не может быть. Угу. Это первое. Второе, почему сам TC buy мы рассматриваем как sell? После пробоя уровня, если появляется TC buy, это индикатор не разворота в большинстве случаев, это индикатор силы рынка. И если, например, рынок его видит, цена должна спокойненько отскочить. Но нам это не интересно здесь покупать, потому что рынок медвежий против тренда. Да? Но нам интересно, если медведи действительно сильны, то есть мы играем за кого? За сильного. А почему он сильный? Потому что тренд медвежий. Если мы посмотрим по левую сторону графика, какой рынок? Бычий или медвежий? Сильный или слабый? Что мы принимаем за силу рынка? У нас есть определенные критерии. Например, глубина коррекции, которую мы здесь видим, последовательное обновление минимумов. Угу. Наш тренд-вектор вообще не имеет никаких просветов, он все время красного цвета.
Есть ряд других условий, но не будем тратить время сейчас. То есть мы всегда, когда торгуем, мы хотим определить в первую очередь, кто главный на рынке, насколько он сильный. И вот этот TC-сигнал как раз есть индикатор силы. Если медведи на графике, и они сильны, мы должны обновить вот этот минимум. Вот этот минимум. И это объективный сигнал. Вот основное его преимущество. Потому что во флете, например, мы будем видеть TC buy вверх, TC sell вниз. Я сейчас вам эту нефть покажу, что вчера творилось. Контекст. То есть первое, что я произношу, имеет значение очень-очень-очень большое. Здесь следовало бы дописать поддержки, уточнить. И мы на другой не смотрим. Мы не смотрим на то, куда цена, а может быть это ложный пробой. Мы это не торгуем. Мы фокусируемся на том, что работает, и эта техника для пробоев самое то. Таким образом, sell. И здесь у меня одна позиция, я вышел напротив вот этого уровня S2, видите, здесь уровень поддержки, и здесь мой выход, можно было еще чуть посидеть, может быть, но выход, если по трейлинг стопу, то он чуть позже. Но сегодня мы не будем говорить о моих выходах, мы будем говорить о том, как прийти к решению, потому что вот этот процесс, он может быть ваш какой-то, да, какие-то другие комбинации, этот процесс обеспечивает вам удаление, я бы сказал так, от эмоций. Потому что эмоции – это реакция на неопределенность. А мы всегда работаем в неопределенности, мы же не знаем на 100%, что будет. Но когда у нас есть определенные правила, и мы каждый раз их видим на графике, нам гораздо легче их исполнять, и гораздо меньше будет влияние эмоций, и вы не будете саботировать свои сделки. Понимаете? Вам нужно наладить, еще раз запишите, наладить торговый процесс. Сделайте это, наладьте торговый процесс. Причина, почему вы сливаете деньги, причина, почему вы эмоционально торгуете, причина, почему вы раньше заходите, раньше выходите, постоянно, если это происходит, это неясный для вас торговый процесс. Он вам непонятен, торговый процесс. Он не настолько прозрачный. И вы ему не доверяете, поэтому, когда он что-то там подобное возникает, вы думаете, надо, не надо, надо, не надо. Он даже солнце говорит. Ладно, идем дальше. В общем, эта комбинация лучше. Самые большие профиты мы с трейдерами ловили именно в рамках там, где есть пробой уровня, TC buy, пробой минимум TC. Есть еще кое-какие условия, но это для, скажем, внутреннего, да, пользования, чтобы сейчас вас не нагружать, хотя там тоже все так примитивно. Можно сойти с ума. В общем, это первая комбинация. Следующая комбинация – это нефть WTI. Здесь сделка на sell была, на коррекции. Я продал, бум, 55 пунктов взял. И потом был еще один трейд на отбой. Вот как раз мы сейчас поговорим про коррекции, потом перейдем к сделке на отбой. Итак, сила сигнала номер один. Сила сигнала номер один. Что это будет в этой ситуации? Пробой уровня. Какого? Поддержки, да? Пробой уровня. Сейчас я поставлю вертикальную линию, вы увидите. Пробой уровня поддержки вот здесь. Вот он уровень. Его пробили. Да или нет? Да. Тренд-фильтр красный? Да. Что это мне говорит? Что это мне говорит? Sell, 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 sell. Сразу внимание ваше, да, направлено. Следующий какой шаг? Если пробили уровень поддержки, я хочу, чтобы возле уровня появился TC buy сигнал, или рынок вышел на коррекцию. Мы видим, рынок сделал новый минимум. Возле уровня нет TC buy, рынок пошел на коррекцию. Как раз после этого сигнала. Вышел на коррекцию. Я дождался подтверждения, зашел, может быть, даже с небольшим опозданием на sell. То есть это идеальная сделка на коррекции. Как она выглядит? SS1 пробой уровня, SS2 тренд-фильтр красный, вижу или нет, быстренько. Тренд-фильтр красный, SS3 коррекция. SS3 коррекция, KFD, FIBDATS. Точки волатильности черные, да, в идеале, чтобы еще ближе, но здесь мы видим еще дополнительно небольшая структура слева. Кластер 3 визуальных условия. Sell здесь не обязательно, чтобы были какие-то дополнительные подтверждения, но есть еще один секрет, который играет здесь ключевую роль. Это
то, что вот эта коррекция является первой после того, как тренд-фильтр изменился. Видите, здесь был какой? Зеленый, стал желтый, значит что-то меняется, возможно, бум, красный. То есть это первая коррекция после того, как наш тренд-фильтр стал красным. Угу. Еще имеет значение, когда мы торгуем коррекцию, чтобы она была быстрой. Вот это идеальная коррекция, топовая коррекция. Мы видим, раз, два, три, четыре, пять, бум, рынок скорректировался. Ничего здесь нет, ни паттернов, ни дна, ни ретестов. Это признак хорошей коррекции. Ну и плюс это первая коррекция после начала тренда. Тренд здесь стартует медвежий, и это первая коррекция. Угу. Простейший сигнал, но очень эффективный. Более того, здесь можно и добавлять. Вот здесь мы видим TC Buy. Вспомним нашу предыдущую последовательность событий. Какую последовательность событий? Пробой уровня TC Buy, пробой минимум TC. Здесь мы пробили минимум TC, да или нет? Да, здесь можно нарастить объем. Добавить к позиции и уже торговать также в направлении тренд-фильтра. Угу. Но здесь это довольно агрессивно. Почему? Потому что впереди уровень поддержки. Вот он. Здесь мы видим, рынок потоптался, потом TC Buy разворот, ушли вверх. То есть отбились от уровня. И затем следующая сделка предполагает другой набор условий. Еще раз, трейдеры, не обязательно торговать все три комбинации. Вы можете торговать, например, пробой и пробой, только пробой. А вы можете торговать отбой. Но имейте в виду, что рынок находится в разных условиях. Иногда он флетовый, иногда он трендовый. И для трендового рынка идеально подходит вот эта комбинация. Для флетового рынка идеально подходит коррекция и отбой. Вы не можете торговать один и тот же сигнал в разных рыночных условиях. Вы будете терять деньги. Там, где вы будете зарабатывать, там же вы будете терять, если рынок заснет. Например, торгуя на пробой. И напоследок немножко. Надо было отойти на секунду. И напоследок это сделка на отбой. Давайте ее тоже разберем. Итак, сила сигнала номер один. Что здесь? Тест уровня. Вслушайтесь в формулировку. Тест уровня. Вот здесь рынок его протестировал. Вот здесь. Да или нет? Да. Смотрим налево. Наша коррекция. Раз. Два. Структура. Предыдущий уровень чего? Сопротивление. То есть тест какого уровня? Сопротивление. Сила сигнала номер один. Сила сигнала номер два. TC Sell. Сила сигнала номер два. TC Sell. И теперь TC Sell. И теперь мы этот сигнал применяем по назначению. Почему? Потому что первая фраза тест уровня. Тест уровня, а не пробой уровня. Угу. Здесь шорт, небольшой профит. И затем мы видим, рынок продолжил флетить. Снова TC Buy, TC Sell. То есть это идеальный сигнал именно для бокового рынка. То есть когда рынок в боковике, в неопределенности, но вот этот сигнал мы ждали с трейдерами, цена немного не дошла до уровня, да, чтобы я купил, хотя, видим, потом появился еще паттерн. Да, этот идеальный. Нас интересуют правильные сигналы, да, чтобы мы не поддавались эмоциям, не саботировали, а мы знаем эти правильные сигналы. Как они выглядят? Тест уровня. TC Sell. Cluster 2 Sell. То есть это Cluster 2. Это какая комбинация? Cluster 3. Это какая комбинация? Это Cluster 4. А здесь еще дописать тренд-фильтр. Тренд-фильтр красный. И это три лучшие комбинации, три лучших сигнала, которые мы регулярно с трейдерами торгуем, которые вам надо торговать, чтобы ловить большие профиты. В общем, если полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, встретимся с вами на онлайн-торговле, возможно, в новом чате, который у нас стартует в 2023 году, 16 января, будет новый сигнальный чат. Именно сигнальный, потому что вы, я думаю, давно этого хотели. Сигнальный чат, где я буду скидывать в реальном времени свои позиции, буду присылать скрины, ну скажем, давайте, как это будет выглядеть. Вот я смотрю на график, я вижу, формируется сигнал. Я делаю скрин, отмечаю критерии для входа в рынок, первое, второе, третье условие, и сразу отправляю вам в сигнальный чат. Вы это видите, вы эту информацию обрабатываете, и вы принимаете решение, участвовать в этой сделке или нет. Таким образом, процесс обучения в реальных вот таких полевых условиях становится еще более эффективным. Это требует, конечно, от меня определенного внимания, но я думаю, что для вас это будет супер полезно, и вы можете подключиться в рамках нашего новогоднего предложения. В общем, действуйте, и до встречи онлайн. Пока.